Телефон сюди, доставайте! Швидше! Рухайся, блядь! В апреле 2014 года я работал в компании в Донецкой области. В конце рабочего дня на наше предприятие заскочили вооруженные люди в масках. Вооружены были пистолетами, обрезом. Они били стекла, стреляли. Первый, который заскочил, бандит, выстрелил мне в упор, начал бить сильно ногами по голове, как будто арбуз хотел раздавить берцами. Перевернулся в офисе, искали деньги, забрали сумки, вещи, документы мои. Они сбежали до приезда милиции. После этого пришлось ехать в больницу на операцию, вытягивать пули с нас, из коллег. Это все повлияло мне в дальнейшем на здоровье очень сильно. Были головные боли, подскакало давление. И в 40 лет у меня случился инсульт. В тот день произошло жестокое нападение на предприятие лицами, которые в дальнейшем стали в карательном батальоне «Шахтерск» под украинскими властями. Это произошло не только со мной. Это происходило и происходит повсеместно. Украинские нацисты творят свои дела, издеваются над людьми. Когда власти Украины начали против жителей Донбасса так называемое АТО, бандиты, которые напали на нас, присоединились к батальону «Шахтерск», который контролировал блокпост в Волновахе. Затем этот батальон стал батальоном «Торнадо», который в Луганской области занимались мародерством. Без пыток жизнь была бы не жизнь. Ничто не поднимает новость. Так, как каждый другой свет. Куда сердце бьется, туда, где светит солнце, забудь мечты. А новый день проснется, быть может, все вернется. Лети, лети, и пусть нам станет холодней, и путь становится темней, но в небе полная луна, небо красное. С чего все началось? Утро 26 мая. Аэропорт Донецкий. Начали просто с аэропорта бомбить аэропорт. Поначалу, в 2014 году, это же была антитеррористическая операция. И нас от каких-то террористов освобождали. То есть остались люди, которые не могли уехать. И нас от нас освобождали эти власти. Началась блокада. Блокада продуктов. В 2014 году людям нечего было кушать, негде было продукты взять. Я видел, что люди им вообще не нужны были, которые там остались, которым уехать некуда было. Екатерина Ивановна сегодня тоже должна была получить гуманитарную помощь. Не пошла. Опасно. Возле дома рвутся снаряды, да и приготовить обед не получится. Воды нету. Света нету. А когда вы кушали последний раз? Позавчера. Они хотят уничтожить жителей Донбасса, жителей Крыма. Эти атаки постоянно. Они годами готовились к этому наступлению. Я знал давно, что рано или поздно спичка зажжется и будет
И будет то, что сейчас есть. Из-за ситуации, которая происходит на Украине, из-за пропаганды, дошло до того, что дочь моя хочет сменить фамилию. Ну, просто отказаться от меня и все. После случившегося переворота в Киеве, когда Юлию Тимошенко освободили из тюрьмы и по телевизору показывали, как ее выносят на сцену, позвонил мне на телефон друг детства, с которым я вырос, и говорит: готовьтесь, мы идем вас убивать. Были звонки от знакомых с Каховки, говорили: ты что, сепаратист, у тебя есть дом там, а ты остался там, в Донбассе. Я ему объяснил, а что я там буду делать, если до войны мне там на работу не брали за моей донецкой прописки, а сейчас бы вообще бы, чтобы не случилось бы, все бы на меня полили, что я там что сделал. Я для всех какой-то изгой стал. За то, что я остался в Донбассе, за то, что я уже стал гражданином Российской Федерации. Все началось в один день. В городе начались взрывы. Начали ездить БТРы по городу. Приехали машины, полностью пересыпали, высыпали песок, там, щебень. Просто перекрыли выезды из городов. Для чего это было сделано, непонятно. Чтобы то ли никто не приехал в город, то ли чтобы никто не выехал. Была такая неопределенность вообще, что происходит, кто за кого, кто против кого. А потом началась летать авиация украинская. Начали скидывать бомбы. По Сору-Могиле хорошо было видно даже с моего дома, с моей улицы, как летели снаряды зенитных установок «Град». Самолеты прилетали, скидывали бомбы. Это мы все прекрасно видели, как уничтожали этот памятник. 17 июля, накануне этого дня, работал допоздна. Утром тоже ездил на работу, нужно было до обеда. И вернувшись с работы, я лег спать. Проснулся от звуков истребителей. То есть я увидел, что пассажирский самолет, дымящийся, падает, с него что-то отрывается, выпадает. И наблюдал всю картину, как он упал. Но он упал в 5 километрах от моего дома. Если по воздуху брать, я никакого следа не видел ни от какой ракеты. То есть или его вообще не было, ракеты, или она с какой-то другой стороны прилетела, чтобы мне не было видно с огорода. Пуск Бука сопровождается огненным облаком, оглушительным грохотом, слышным в радиусе до 10 километров, и инверсионным следом, который отчетливо наблюдается в небе до 10 минут. Мое подозрение, что его просто взорвали, что бомба находилась в самом самолете. И все. Это мое мнение, что не было даже и бука никакого. Я знал, что рано или поздно то, что сейчас происходит, начнется. И я не хотел просто снова переживать эту войну. Я не хотел, чтобы над моей головой, над моим домом летали эти ракеты, эти снаряды. Всегда круглые сутки при любом выстреле я думал, что не пора ли идти в убежище или спускаться в погреб. Это жизнь, что ли? Мне хватило той войны, хватило инсульта, я бы, наверное, повторно бы это уже не пережил бы, и все. Моя правда, что была страна, что разделились люди настолько, все встали на какие-то стороны, свои, чужие. Как так? Я не могу до сих пор, у меня в голове не укладывается. Как так? Люди
жили себе, жили, и тут раз стали врагами друг для друга. Почему? Ну как? Вот это у меня в голове не вкладывается, блин. Я вроде жил, рос, а у меня нету прошлого из-за этого. За то, что я там в Донецке жил. Очень бы хотелось бы, чтобы быстрее закончилась война. Жизнь настолько коротка, чтобы делать глупости. Очень хочется, чтобы побыстрее все закончилось. И чтобы люди начали снова общаться и дружить как раньше, как до войны.